try to fly. Друзья, и снова здравствуйте! Вы на канале Мир Орхидей, и с вами Ксюша и очаровательная помощница Бонечка. Кстати, вы видите, да, она лежит на новом коврике. Сегодня я вам его покажу. Мои подписчики в Инстаграм уже оценили красоту моего нового ковра. Потрясающий такой велюровый коверчик, светленький, и вот с такими живописными веточками растений. Он гармонично, на мой взгляд, влился в картинку моего балкона и очень классно сочетается с растениями, как с хойками. Вот можете наблюдать, какой уголочек у меня здесь зелененький, состоящий из синдаптуса. Enjoy называется. Это кому, если будет интересно. Он, кстати, у меня недавно только пересажен. Не стала дожидаться весны, потому что корешочки просто забили весь горшочек, вылезли уже в дно, и листик начал мельчать. Я решила его пересадить. Вот такая шевелюра красивая в вазончике. Очень красивый сорт, варигатный, но со своими премудростями. К нему надо находить подход. Вот это стоит у меня на этой полочке. Такая арбузная, похожая на арбузную корочку хойка, потрясающая эллиптика. Буду вам показывать еще и название, потому что многие просят. Смотрите, это эллиптика сплэш. Хойка долгое время у меня стояла на одном месте, никак не хотела развиваться, но сейчас за эту зиму прилично подросла, даже окрасила свои листики под лампами. Видите, вот эти вот бордовые оттенки, это все действие ламп. Ну и рядышком стоит у меня Хоя Патриция. Буду аккуратненько доставать, потому что грязь падает. Вот так называется, которая готовится к цветению. Это ее первое цветение. Покупала я ее весной 2021 года. Так, сейчас я руку вытру. Продолжим. Значит, в 2021 году весной я ее приобрела маленьким череночком, по-моему, в 4 узла, если я не ошибаюсь. Я эти 2 узла тогда, 4 узелочка разделила пополам и сделала 2 череночка. И вот из этих 2 черенков у меня уже вырос вот такой вот кустик, который вот-вот зацветет, и я обязательно покажу очень красивое цветение этой хойки. У нее прям очень красивые цветочки. Я ее покупала ради цветения. Я уже говорила, что многие хои я коллекционирую ради листиков, но эту хою купила ради ее потрясающих цветочков. Вот. Но, тем не менее, когда она у меня появилась, я влюбилась в ее листву. На момент покупки я не сильно, скажем так, не в восторге была от листиков, но сейчас мне и листики у этой хойки очень нравятся, но потом похвастаюсь вам обязательно ее цветением. Так вот, начала-то я с коврика. Вот, я хотела сказать, насколько он гармонирует и не отвлекает внимания, не перетягивает на себя акцент
вот такой, как тот, пестрый не делает, потому что тот коврик, прям многие на него обращали внимание. Но, конечно же, мое цветение не теряется, потому что такие каскады не заметить невозможно. Но коврики я люблю менять обстановку, люблю перемены, поэтому тот коврик многим полюбился, и он никуда у меня не делся. Я просто буду менять, создавая каждый раз какой-то новый интерьер у себя на балкончике. А вы можете, кстати, в комментариях мне написать, понравился вам мой новый коврик или прошлый был лучше. Ну что ж, коврик мы с вами посмотрели, погнали дальше изучать сорта на моих полочках. В одном из недавних обзоров, когда я показывала фуксиевых своих красоток, я говорила, что есть у меня еще один сорт, у меня всего 3 фуксиевых орхидеи в коллекции, и она на тот момент набирала бутоны, и это Квинбир. На сегодняшний день она практически уже вся раскрылась. Я хочу вам ее показать. Вы посмотрите на эту прелесть. Эта орхидейка относится к мультифлоре и всегда очень пышно цветет. Помимо того, что она цветет очень пышно, она непрерывная цветунья. Я с момента покупки этого сорта не помню периода, чтобы она у меня либо не цвела, или она, в общем, либо цветет, либо в процессе роста цветоноса. И я совершенно не помню период, когда бы она у меня отдыхала. Она одновременно и растит листики, корешки, и в то же время либо цветет, либо растит цветонос для нового цветения. Если сделать какой-то один из обзоров по самым цветущим орхидейкам, если я все же такой сделаю, то я обязательно ее покажу и буду советовать ее в свою коллекцию, потому что она помимо вот такой трудоспособности еще имеет очень красивый цветочек. Он, конечно, не большой, он порядка 5 сантиметров. Ну, все мультифлорки, как правило, имеют небольшие цветочки, но они компенсируют это своим обильным цветением, компенсируют мелкий цветочек, я имею в виду, с шикарным цветением. У нее очень интересной формы цветок, который вытянут в горизонталь, и нижние сепалии практически спрятаны за боковыми петалиями. Ну и совсем немножко мне хочется остановиться на глубоком фуксиевом цвете и посвятить ему пару минут. Посмотрите, насколько красивый фуксиевый цвет, прям вырви глаз. И он, кстати, практически не теряется и не выцветает до конца цветения этой красотки. Хочу показать вам ее в паре с ее сестрой. Уж больно похожи мне эти два сорта. Отличаются они только лишь размером цветочка. Джурайт также, видите, имеет форму цветка, вытянутую в горизонталь. Нижние сепалии тоже практически спрятаны за вот такими ушками слона, боковыми петалиями. И тоже очень насыщенный, глубокий фуксиевый цвет. Цветет она уже очень давно. Зацвела еще перед Новым годом. Это в начале декабря, одной из первых, потому что, я о ней уже рассказывала, не хочу повторяться, потому что кто смотрит мои обзоры, уже наверняка все о них знаете. Нового цветоноса не было, она сформировала цветение из боковых почек, поэтому зацвела одной из первых. И видите, что цвет глубокий, насыщенный, немножко только краешки приобретают вот такую каемочку, но это особенность этого сорта.
И я думаю, что камера моя захватывает, да, два этих сорта, и видно, насколько они похожи и насколько интересны, когда стоят рядышком. Вот Атлантис, которая тоже фуксиевая, но у нее цвет все же не настолько глубокий, но она интересная другими своими достоинствами. Я не рассказывала, останавливаться не буду. Вот такая потрясающая красотка Ковен-Бир. А сейчас давайте же пройдем к другому стеллажу. И здесь у меня сейчас цветет красавица Хоя. Правда, я пока нашла время для съемок, она уже доцветает, но все же я сейчас покажу ее красивущее цветение. Эта Хоя называется Пхувуа. Бирочки нету, поэтому я подпишу в процессе монтажа сорт. Посмотрите, какие красивые у нее листики. Они средней величины, не сильно мелкие и не сильно крупные. Эта хойка такая с средним листом, с потрясающим сплэшем. Листья очень грубые, такие как наждачка. И очень красивая. Она развивается, она у меня быстро, хотя я читала о ней, что она такая не шибко растет, но у меня она растет быстро. Она у меня, я ее купила осенью, она у меня позапускала новые веточки, плети и даже запустила цветоносы, рост цветоносов и уже зацвела. Вот посмотрите на ее цветение. У нее очень интересные цветочки. Сейчас, конечно, так как она доцветает, она немножко закрыла уже каждый цветочек, был более распахнут он. Я вам не могу сказать насчет запаха, потому что на тот момент они у меня после болезни неактивны. Поэтому пока не могу сказать, как она пахнет, не пахнет и насколько приятен ее аромат. Но она у меня зацветает, вернее, как бы растит новый цветоносик, набирает бутончики. Корзиночка, видите, начинает формироваться, поэтому я очень постараюсь показать ее в начале цветения и показать всю красоту этого сорта. И, возможно, тогда я уже пойму, какой у нее запах. Я уверена, что запах есть, потому что все хои пахнут, просто пахнут либо приятно, либо не очень. Вот, но в общем, и поговорим о запахе тоже обязательно. Вот такая красавица. Вот я просто уверена, что пока я показывала хойку, многие из вас выхватили взглядом вот эту красавицу. И давайте же сегодня о ней поговорим. Она заслуживает внимания в нашей сегодняшней встрече, потому что этот сорт цветет у меня впервые. И я не знаю, насколько долго он цветет, и дабы пока он во всей красе, давайте же рассмотрим его цветение. Кто подписан в Инстаграм, кстати, ссылочку я вот оставлю, и постоянно в начале, в конце ролика я оставляю свой Инстаграм-канал, подписывайтесь, там тоже очень много интересных фотографий. В общем, в сторис я показывала ее. Это филиппинец. Она у меня тоже уже участвовала на канале. Я прикреплю это видео. Можете посмотреть, каким прекрасным экземпляром я получала этот сорт в размере 2,5. И я показывала, как правильно поливать пересушенного подростка, который вы получили в мхе.
и как его постепенно отпаивать. С момента его приобретения она у меня уже прилично подросла, обросла прекраснейшими вот такими жирненькими, красивыми корешками. Обожаю я вид вот таких корней. Кстати, корни у нее, как и у многих природников, необычной формы. Они имеют вот такую широкую поверхность, они плоские, как червячки. Это для того, чтобы им было удобнее фиксироваться на дереве, чтобы площадь покрытия была больше. И вот они такие плоские, очень интересные. Это особенность многих природников. Как у многих природников, этот сорт тоже имеет особенности в выращивании. Они любят влагу. Переливать, конечно, нельзя, но не любят пересушенных корней. Надо следить за тем, чтобы кора не пересыхала, но у меня она во влагоемком субстрате сидит. Здесь и мох, и кокосовые чипсики, сверху тоже мох. Вот. Ну и любит свет, хотя она не настолько привередлива, как, например, шиллерианы или стюартианы, но тем не менее любит свет. Вот она отсушивает свои бутончики, ну, во всяком случае, ну, не заметила я за этим сортом. И у меня шиллерианы при наличии ламп и под яркой хорошей лампой умудрялась сушить бутоны, то этот сорт прекрасно процвел. Правда, сложно сказать, у меня всего 2 бутона, цветка расцвело с 2 бутонов, потому что у меня Бонечка, вот эта шкодливая девчонка, поломала мне цветоносик. Поэтому я пока наслаждаюсь 2 красивущими цветочками, которые мы сейчас с вами померяем. Этот сорт просто поразил и убил меня с величиной своего цветка. Я взяла рулеточку и хочу вам показать масштабы этого размера. Посмотрите, он составляет 9,5 сантиметров. И вы представляете, это только первое цветение не очень крупного экземпляра. А что же будет, когда она войдет в самый сок и в самую силу? И это будет что-то невероятное. Но садовник, конечно, так и заявлял. На фотографии от садовника видно. Я постараюсь найти эту фотографию, прикрепить. Садовник заявляет просто целые огромные каскады вот таких потрясающих цветков с яркими желтыми щечками. Этот сорт не имеет аромата. И еще хочется мне сказать, что пока она формирует бутоны у нее просто тоже шедевральной красоты. Прикреплю фотографию и покажу вам. У нее они такие полосатенькие, очень интересные вытянутые формы. По бутонам, кстати, я поняла, что размер будет какой-то очень интересный, потому что бутошки вытянутые и крупненькие были. И обратная сторона, видите, у этого сорта вот такая, с такой розовинкой и немножко в полосочку. Двигаемся дальше. И в прошлом обзоре, пока я показывала белоснежный биглип, многие обратили внимание на биглип, который стоит выше этой орхидейки, и попросили меня показать поближе этот сорт. И по вашим многочисленным просьбам давайте же мы обратим внимание на эту орхидею,
названия сорта нет. Сейчас садовники очень часто выращивают и селекционируют сорта, которые являются пробными сортами. И многие сорта у них идут без имени, а просто под циферками. Поэтому очень многие орхидейки появляются, не имеющие имен. И не факт, что они будут, допустим, выращиваться в дальнейшем. То есть есть такие лимитированные серии, пробные, которые запускаются, но они могут продолжать существовать, а могут быть вот в какой-то ограниченной серии. Я не знаю, как будет обстоять дела с этим сортом, но он и правда поступил у нас на рынок Украины единожды. Я видела его очень быстро разобрали. Я, кстати, купила этот экземпляр последним, с очень плохой корневой системой, но мне настолько понравился этот сорт, его окрас, и я решила попробовать его, нарастить корешочки, восстановить их. У меня получилось. На это, правда, ушло прилично времени, практически год. Но мы сейчас с вами видим потрясающей красоты цветения в оттенках легато. Я называю ее вот, да, в этой серии. Сейчас мы, если кто не понимает о чем или о какой орхидейке я говорю, вот она, легато. Видите, да, такие нежные переливы, переходы. И вот она в таких же оттенках, но с очень еще красивой губой. Губа похожа на Анютины глазки. Знаете, да, такой садовый цветок. Вот, 9 сантиметров у нее размер цветочка. Очень красивая орхидея. Распускается она, попробую найти фотографию, я фотографировала, как только она распустилась. Очень тоже интересный цвет, а потом он более нежный становится. Вот такая красавица. Просьба многих девочек еще показать вот эту красавицу в форме бантика. На нашем языке цветовода Архамана еще многие называют эту форму бабулеткой. Название сорта от садовника. Вот так звучит. Я ее тоже видела только единожды в продаже. Покупала я ее у нас в Украине в интернет-магазине. У нас есть оранжерея в Киеве, где растения в наличии. Вот как раз я купила там. Больше я нигде и никогда не видела этот сорт. Это, на мой взгляд, самый красивый бантик, который можно только придумать. Посмотрите, какие красивые у нее боковые петалии и как интересно сформированы вот эти защипы. Они не просто защипы, а как будто кучерявенькие такие. Ну и, конечно же, очень красивые цвета у этого сорта. Очень нежные. Я бы тоже сказала, что где-то примерно в одной цветовой гамме они. Вот и с биглипом этим, и с легатушкой. У легатушки, конечно, побольше розовинки, желтенькая, желто-персиковая серединочка, но этот сорт
больше желтый, но все же сходство какое-то есть. Цветок крупный. Она у меня, розеточка у нее еще не очень крупная. Я ее покупала подростком в размере 2,5. И в этом цветении у нее 5 цветочков, которые просто очень радуют мой взор. Ну, прям очень мне нравится эта орхидейка. И на сегодня будет последняя орхидея. Это Азиан Коралл. Тоже наверняка вы обратили внимание на эту яркую красотку. Я вам ее тоже показывала в начале цветения. Обещала, что покажу в полном распуске. Вот она как раз раскрыла все свои бутоны. Яркая, сочная. Кстати, зимой хочется мне отметить, что зимнее цветение, как правило, не выгорает. До конца цветения орхидейки, если и теряют свою глубину цвета, то совсем не намного, потому что яркого солнышка у нас практически нет. Сегодня, к сожалению, у нас вообще пасмурный день, но это нам не мешает, правда, любоваться орхидеями. Подсветка у меня в зимнее время горит, неважно, что за окном, ярко, не ярко. В 7 утра она у меня включается, и выключаю я ее уже ближе к 9 часам вечера. Вот, лампы, они никак не влияют на цвет. Вот, а солнышка мало, и цветение остается всю зиму насыщенным и не блекнет, как летом. И это, конечно, очень радует. Вот, Азиан Коралл, вы сейчас видите, яркая, сочная. Те цветочки, которые только-только раскрылись, они, конечно, с более глубоким цветом. Мне прям очень нравится, когда день-два раскрывается только этот сорт. Ну, потрясающей красоты ее цвет. Вот. Но потом немножко меняется. Но, тем не менее, все равно прекраснейшая орхидея. Вот. И она, вы видите, с 2 ответвлениями. Этот сорт пышно цветет, всегда радует прямо гроздями огромными своими крупными цветочками. Цветок у нее достигает 9 сантиметров. Вот такая неоновая серединка. Я вам ее уже советовала. Обязательно купите ее себе в коллекцию. И, ну, правда, единственное, что она очень лопухатая. У нее розетка, ну, просто огромная. Она у меня сейчас вымахала, сидит в 20-м горшке с множеством корешков. Розетка крупная, ну и, соответственно, цветение выдает вот, соответственно, своей крупной, хорошо развитой и розетке, и корешкам. И это всегда взаимосвязано. Не будет корней или достаточного количества пар листьев, орхидея, как правило, ну, не сможет продемонстрировать грандиозного цветения. Для этого надо либо тогда наращивать листики, либо корешки и ждать, когда она восстановится. Ну и знаете что, наверное, сейчас напоследок покажу вам. Я эту бабочку вам показывала в прошлом цветении. Говорила, что она уже доцветает, но она дорастила сейчас 2 бутончика, и вот один из них сейчас раскрывается. Жалко, что
еще не так сильно распахнулся цветочек, чтобы показать вам, как отличается цветение, когда солнышко становится больше в жизни орхидейки. Но я вам покажу обязательно в следующем обзоре. Она уже раскроется, и вы увидите влияние света на формирование цветовой гаммы того или иного сорта. Ну что ж, друзья, мы сегодня опять попутешествовали по моему балкончику. Вот, и насладились красотой, узнали что-то новое, я думаю. Поэтому я буду сегодня уже с вами прощаться. Я и моя помощница, которая уже практически выспалась, пока я все тут снимала. Да, Бонь? Вот, если у вас остались какие-то пожелания, вопросы, вы обязательно мне пишите. Я буду понимать, что вам интересно. Обязательно буду это озвучивать. Я все читаю. Мне все важно. Поэтому, друзья, буду с вами прощаться. До новых встреч. И пока. Try to fly